Всем привет, народ! Добро пожаловать в очередное видео «Как покрасить», и сегодня я покажу вам, как я покрасил Лорда Тысячи Сынов. Начинаем с черного грунта, и первый цвет, как ни странно, может многих удивить, но я использую красный цвет, несмотря на то, что Тысяча Сынов у нас синего цвета. И я решил сделать такой эффект перехода цвета, и за подложку взял красный цвет Gory Red. Далее переходный цвет от Gory Red к Thousand Suns Blue. Просто смешиваю два этих цвета один к одному. При этом стараюсь красить их техникой Zenithal Highlight. Ну а теперь уже привычный нам Thousand Suns Blue. Опять же техникой Zenithal Highlight, но более под углом, более сверху и при этом не так сильно разбавленный. То есть достаточно укрывистый цвет. Далее точечные высветления с помощью Ahriman Blue. И теперь уже переходим к мелким деталям. И здесь сейчас вы увидите технику Layer. В принципе, частично именно из-за этой техники я вообще организовал эту вторую камеру с мокрой палитрой. И на ней вы увидите, как из трех цветов, из трех разных красок я получу великое множество оттенков и с помощью них буду красить этот самый плащ. В дальнейшем я буду использовать эту технику гораздо чаще и, возможно, либо сделаю отдельное видео по лейерингу, либо буду направлять вас к этому видео, потому что здесь это будет показано очень подробно. То есть, как вы видите, первый основной слой это Rhinox Hide, и я просто разбавил его на мокрой палитре и нанес базовый слой. Теперь на мокрую палитру добавляется Zandri Dust. И далее я начинаю смешивать два цвета, Zandri Dust и Rhinox Hide, в разных пропорциях. Сначала побольше Rhinox Hide, поменьше Zandri Dust, потом поровну, потом побольше Zandri Dust. И таким образом я получаю несколько разных оттенков трех основных цветов. И таким образом, там, где я ожидаю, что должно быть высветление, я наношу более яркие тона, каждый раз крася меньшую часть миниатюры, чем в прошлый раз. Ну, таким образом, грубо говоря, делая переход цвета от более темного к светлому. Далее, как видите, я использую уже чистый Zandri Dust. А нет, все-таки чуть-чуть его еще разбавляю.
Да, вот теперь уже чистый Xandri Dust. Процесс-то достаточно длительный, но именно так красят уже всякие художники. Именно, то есть, так создается художественный покрас огромным количеством слоев, очень плавным переходом и, соответственно, есть еще, конечно, другие способы, тот же wet-blending, glazing, но вот лейеринг это такая прям классика, то есть им пользуются все. Ну и, собственно, вообще неплохо овладеть такой методикой, хотя бы просто для того, что смешивая там имеющиеся у вас 10 цветов, вы получаете там 30, 40, 50 цветов, если вы просто понимаете, как это делается. И, как я и сказал, третий цвет, который мы используем, Screaming Skull. Принцип точно такой же. Мы добавляем в разных пропорциях Xandri Dust к Screaming Skull, получаем разные пропорции и, соответственно, высветляем миниатюру. Но в какой-то момент я немножко переборщил, и я понял, что теперь нужно прибить обратно, сделать затемнение в миниатюре. То есть в идеале, когда вы используете лейеринг, вам даже не нужна проливка, если вы все грамотно делаете. Но все-таки, если вы накосячите, то ничто не мешает вам заново пролить нужные части и потом, если что, их, может быть, высветлить. Что, в общем-то, я и сделал, когда проливал с помощью проливки Army Painter. Теперь переходим к плащу. Здесь вы видите, что я нанес базовый слой Hexed Lichen, и дальше я использую так называемую жвачку для рук. Жвачка для рук – незаменимый инструмент, когда вы пользуетесь аэрографом. По сути, это очень удобная маска. Когда вам нужно закрыть какие-то детали миниатюры, вы просто накладываете на них жвачку для рук и дальше красите те части, которые вам нужно покрасить. И потом без проблем снимаете эту самую жвачку для рук. Она не срывает краску, очень удобно в работе и вообще прям рекомендую. Шерсть на спине я решил покрасить базовым цветом Morphing Brown. Пока она сохнет, я решил пролить плащ и использовал Purple Tone от Army Painter. При этом я их достаточно сильно разбавлял с водой, примерно 1 к 3. На одну часть краски 3 части воды. С помощью Xandri Dust методикой Dry Brush я высветляю эту самую шерсть. И да, теперь я надеюсь, что в дальнейшем у меня будет все больше и больше разных видео на тему разных техник. И вот теперь у меня есть новое видео, что такое Dry Brush, разговор о хобби. Теперь можете пойти посмотреть, если кто-то не знает, как это правильно делать. И я уже больше не буду зацикливаться. То есть, если я говорю Dry Brush, то я ожидаю, что либо вы посмотрели мое видео по Dry Brush, либо вы знаете, что такое Dry Brush. Переходим к металликам. Я решил использовать такой нестандартный немножко подход, а именно начать с Brassy Brass, несмотря на то, что я знаю, что все эти части на самом деле будут золотыми в результате. И сделал я это потому, что Brassy Brass потрясающе укрывистая краска, в отличие от золотых красок. То есть идея такая, что базу мы наносим бронзой, а дальше высветляем эту бронзу золотом, что я, в общем-то, и сделаю позже. Кроме того, я решил покрасить линзы не халтурным способом, без проливок, точнее без глейзов, а с помощью нескольких слоев краски и проливки Dark Green от Army Painter. Или просто Green. Пока еще не совсем выучил их. И параллельно вы здесь видите, что я использую Magic Blue. Это потому, что я в какой-то момент накосячил. У меня краска металлическая или зеленая попала туда, где она быть не должна. А Magic Blue достаточно сильно подходил по своему цвету. И вместо того, чтобы замешивать заново все эти цвета, я просто взял Magic Blue и, в общем-то, получилось достаточно хорошо.
Здесь вы видите, что я уже сейчас использую уже другой металлик Retributor Armor. Грубо говоря, я отвлекся, позабыл, что я использовал Brassy Brass, потому что, как вы знаете, я крашу это не за один день. И на самом деле разницы особо я не заметил. То есть Retributor Armor все-таки реально хороший металлик от Цитадели. И то есть вы можете красить и так, и так. Что через бронзу, что через Retributor Armor. Chainmail Silver для металлических частей. Можно было использовать вместо этого Gunmetal, а дальше высветлить Chainmail Silver. Но вот почему-то мне захотелось сделать вот так. Далее переходим к его робе и этим лентам не совсем понятным. Я хочу сделать их таким близким к белому цветом. И мой вам совет, если вы собираетесь что-то делать белым цветом, то начинайте с серого. Поэтому я использую сначала механику Standard Gray, а дальше, по сути, я опять делаю лейеринг. Но здесь я уже его немножко смешиваю с федерингом. Федеринг — это когда вы наносите новый слой краски и как бы края этого нового слоя начинаете размазывать. И таким образом заставляете исчезнуть эту линию перехода от одного цвета к другому. То есть вы ее буквально размазываете, ее становится не так сильно заметно. Чем, так сказать, более хорошо вы ее размажете, тем более плавным будет переход цвета, и это еще один секрет этих художественных работ. Опять же, я не мастер, я только знаком в теории со всем этим, но я стремлюсь. Одно из первых моих использований Dark Tone, и я сразу же понял, почему эту проливку так сильно любят. Многие ставят ее в один ранг с Agrax Earthshade или даже выше его. Мне Dark Tone понравилась больше, чем Agrax Earthshade, потому что она не оставляла таких вот разводов грязных после применения. Поэтому очень рекомендую проливки от Army Painter, они мне очень понравились. Также всякие костяные вещи вы видели, я использовал Morphing Brown за базу. И вот сейчас то, о чем я говорил, я использую Glorious Gold, и я высветляю все те металлики, которые до этого были пролиты Dark Tone. И у нас уже прям четкое понимание того, что да, это золото, это не бронза. Все благодаря высветлениям. С помощью Zandri Dust продолжаем высветлять кости и всякие черепа. Следующий слой высветления — это Screaming Skull. Ну и, как всегда, никто не отменял проливку. Пролить можно до Edge хайлайтов и так далее, а можно после Edge хайлайтов, тогда у вас более все это так гармонично будет выглядеть. Ну, каждому свое. И Baccarat Blue я использую для Edge хайлайта на броне. Как ни странно, я решил это сделать сейчас. Многие делают это в начале, но мне вот было удобнее вот так. Ну и заключительный момент — это Mephiston Red. Помечаю совсем мелкие детали. Ну и готовый результат. Мне очень понравилось, как в результате выглядела миниатюра. Надеюсь, вам тоже. Если да, то лайкайте, показывайте своим друзьям и сообщите мне, нравится ли вам такой формат более коротких видео по покраске. Ну и до скорого!